Прошло уже 7 лет с того момента, как я написал и издал книгу «Компьютерный суд», которая вызвала много эмоций в юридических кругах и активно продается до сих пор в интернет-магазинах без моего согласия и участия. Негативные предпосылки развития правосудия я предсказал довольно точно, но действительность оказалась еще хуже, в связи с чем приключенческий роман «Компьютерный суд 2» под грифом «Секретно» требует серьезной доработки и отложен в ящик стола на неопределенное время. Вместе с тем мне хочется, чтобы мои герои жили в ваших сердцах и участвовали в битве добра со злом, в которую каждый из нас вступает ежедневно, возможно, не замечая того, что заступает за край, после которого всадников тьмы становится больше, а в рядах светлых рыцарей происходят потери. Я прочитаю вам одно из своих стихотворений. Ночь за окном светлеет постепенно, выходит мир из сумрака на свет. Вся наша жизнь – одна большая сцена, где много действий, но один сюжет. На протяжении множества столетий, возможно, до распятия Христа, добро и зло в сражениях на планете меняются одеждой неспроста. Добро одним вдруг обернется болью для тех, чей был нарушен интерес. Любой герой своей судьбой и ролью так крепко связан. Это его крест. Две армии сошлись в кровавой битве, и много горя. Вот такой итог. А каждый говорил в своей молитве: мы правы, значит, только с нами Бог. Мы отличить порой с тобой не в силах, кто перед нами, ангел или бес. Зло с ложью одеваются красиво, добро за то, чтоб мир наш не исчез. Мы не желаем вырваться из плена своих иллюзий и желанных благ. Добро и зло – два полюса вселенной, но очень часто между ними шаг. Слаб человек, подвержен он соблазнам, тяжки порой поступки и грехи. Добро и зло – два измерения разных. Об этом я пишу свои стихи. Происходят уму непостижимые вещи, когда вполне приличные люди ради различных благ и привилегий, желая возвыситься над себе подобными существами, совершают страшные вещи и при этом по субботам ходят в церковь, говорят на публику правильные речи, воспитывают у детей хорошие манеры и искренне любят домашних животных, при этом не желая задуматься, что сами уже они давно на стороне темных сил и ничего не изменить. В условиях чрезвычайных обстоятельств взлеты и падения человеческой души становятся более очевидными и достигают ужасных значений. Начинает казаться, что нет мыслимых границ низости и мерзости поступков и свершений. Чем больше у человека власти и возможности влиять на окружающий мир, тем больше он совершает грехов перед Богом и человечеством в надежде на то, что ад – это страшная сказка для нищих и убогих, а ему никогда не придется нести ответственность за свои поступки. Со времен распятия Христа люди не становятся лучше, несмотря на то, что достигли огромного прогресса в науке и технике, стали лучше есть и одеваться, построили много красивых домов и поднялись в пространство Вселенной, называемое космосом, наивно считая, что покорили его. Вместе с достижениями во всех областях человек с каждым годом пытается создать все больше совершенное оружие для убийств, произведя уже столько взрывчатых и опасных веществ, что можно несколько раз уничтожить всю планету. Любое государство, религия, нация или племя состоят из людей, и именно от того, какие духовные ценности привили им в детстве, какие моральные и нравственные аспекты и наследия передали им родители, зависит будущее подросших детей, их семей, общественных формаций и всего человечества. Вирус, с которым столкнулись мы сегодня, это та же война добра со злом.
кем-то начатое и используемое повсеместно в интересах господствующих групп людей, которые желают управлять миром и видеть остальное народонаселение в виде эксплуатируемого класса в достаточном и необходимом количестве для обслуживания потребностей властимущих. После развала Советского Союза и дискредитации идеи построения коммунистического общества наступает и крах капитализма. Очевидно, что крайняя форма капитализма требует изменений и преобразований. Два фундаментальных принципа капитализма, то, что люди и рынки действуют рационально, и то, что именно рынки определяют цены, нуждаются в корректировке. Рабство было первой и довольно удачной, но бесчеловечной попыткой занизить цену ресурсов, а когда оно вроде бы закончилось, началась колонизация, которая вновь была попыткой воссоздать капиталистическую модель дешевых ресурсов. Позже с обретением колониями независимости появилась глобализация с ее потребностью в экономическом росте, и затем глобализация финансовой системы, что позволило долго и эффективно использовать преуспевающему меньшинству в своих интересах созданную модель эксплуатации человека человеком. Но неограниченная спекуляция и жадность неоднократно приводили к экономическим кризисам и социальным проблемам. А в итоге к тому, что кто-то на земле голодал, умирал от нехватки продовольствия и медикаментов, существовал и работал только за еду и воду. После череды цветных революций и неуправляемых процессов вследствие объединения большого количества людей в социальных сетях, возникла опасность того, что можно все потерять в результате восстания современных рабов, несмотря на огромные богатства и возможности. Загоняя население в кредиты и ипотеки, пропагандируя ложные преимущества жизни в кредитном рабстве, стараясь получить всю информацию о личности с помощью компьютеров и телефонов, в которые давно специально встраивались полицейские функции, современное рабство со временем грозит превратиться в более страшную форму управления, при котором может возникнуть желание отключать индивидуума не только от необходимых функций, но и от самой жизни. Нажатием клавиши, как сейчас, можно удалить нежелательного человека из друзей. Пандемия – это очень удобная ситуация для того, чтобы воплотить в реальность все самые чудовищные замыслы, освободиться от различных групп людей, завоевать новые территории и изменить мировой порядок. Несмотря на то, что на сегодняшний день мало кто сомневается в искусственном происхождении вируса в Уханьском институте вирусологии и, как минимум, преступной небрежности в том, что он вырвался наружу и уносит миллионы человеческих жизней, поставив под угрозу наше будущее, до сих пор не проведено полноценное расследование обстоятельств этой страшной трагедии, а китайское руководство скрывает от мирового сообщества все события происшествия и продолжает наращивать ядерный потенциал. Именно в это время Александр, создатель уникального проекта «Компьютерный суд», за которым охотились все спецслужбы мира, создает новый проект «Частную разведку», чтобы иметь возможность противостоять злой силе и спасти человечество. Глава 1. Гонорар в 1 миллиард. Прошло уже довольно много времени с того дня, когда Мари с восторгом узнала о том, что Александр жив, получив ранним утром в своей парижской квартире неожиданное предложение совершить круиз по интересному маршруту. С того дня, как влюбленные снова встретились и поняли, что разлука и трудности не охладили их чувства, они стали жить вместе и радоваться каждому дню, отпущенному свыше. Им даже удалось совершить круиз, правда, не кругосветное плавание, как хотелось, а увлекательный рейс из Сиднея до Таити, с заходом в 4 порта Новой Зеландии, на Фиджи, посетив острова Кука, Таити и Бора-Бора и, прервав здесь свое путешествие и проведя неделю в шикарном отеле с бунгало на сваях прямо в океане с чудесным видом на залив, ощутить себя полностью счастливыми. Корабль отправлялся дальше, на Гавайские острова и в Калифорнию, где Александру появляться было опасно, несмотря на новые документы. Он прекрасно понимал, что в современном мире затеряться практически невозможно. Дело даже не в отпечатках пальцев и сетчатке глаз.
С каждым днем за каждым из нас пристально следили компьютерные программы через ноутбуки, телефоны, сопоставляя такие незаметные цифры и факты и делая на их основе выводы, о которых человеческий мозг просто не в состоянии и подумать. Неудивительно, что в один из прекрасных дней на телефон Мари, оформленный на совершенно постороннего австралийца, пришло сообщение: «Мари, мы знаем, где ты и с кем. Надо поговорить. Есть предложение о сотрудничестве. Жду ответа». Это был адмирал, руководитель секретного подразделения, которого нет на бумаге, бывший шеф Мари. Посоветовавшись с Александром, они решили выйти на связь, приняв некоторые меры предосторожности, которые позволяли надеяться на то, что место их постоянной дислокации определится как Сингапур, а не Сидней, где они проживали действительно. Адмирал был краток. «Ты можешь не верить, но я рад, что вы вместе и у тебя все хорошо. Нас интересуют ваши последние шпионские разработки, в частности, возможность проникать в любые телефоны и компьютеры, незаметно удалять, изменять и скачивать информацию. У нас есть предложение, которое будет щедро оплачено и, может быть, спасет человечество. Надеюсь, что вас это заинтересует. Гонорар 1 миллиард евро. Для встречи я готов лично прилететь в Сидней, ну или в Сингапур, как пожелаете». Александр и Мари ошарашенно смотрели друг на друга. Что это за задание, за которое готовы заплатить 1 миллиард евро? Такого сюжета нельзя вспомнить даже в фантастическом боевике. Слишком огромная, нереальная цифра. В том, что у людей, стоящих за адмиралом, есть такие деньги, никто не сомневался. Так и в том, что бывший шеф не шутил. Но что случилось? Пролистав новости интернета, ничего страшного, явно свидетельствующего о приближении апокалипсиса, найти не удалось. Были какие-то локальные битвы, конфликты, предсказания и опасения войн за территории, но вряд ли что-то из этого могло угрожать человечеству. «Может, это ловушка?» – спросил Александр. «Не думаю, что адмирал стал бы в этом участвовать. Он человек чести и к тому же близкий друг моего отца», – не сразу ответила Мари. Они оба понимали, что люди меняются, а любого человека можно поставить в ситуацию, в которой у него выбора не останется. «Да и зачем ты им? Компьютерный суд в прошлом, проект уже никого не интересует. Только не обижайся, дорогой». Мария обняла любимого за плечи. «Может, ты и права», – задумчиво ответил Александр. «На что обижаться? В ситуации, где все идет к полному правовому беспределу, суды с ветви власть у него на родине превращается в секретариат господствующего класса, да и в других странах роль правосудия заметно снижается. Даже Конституция перестает быть священной коровой. Он сам не раз думал, что в современном мире уже бы не выбрал профессию юриста, может быть, получил бы медицинское образование и спасал людей, стал журналистом и боролся бы за умы, или полностью посвятил себя компьютерным технологиям. Зачем тогда мы им понадобились? Ты же знаешь, деньги меня не сильно интересуют. О больших богатствах я никогда не мечтал. Понятно, что можно сделать массу полезных вещей, обновить оборудование, запустить новые проекты, сделать добрые дела. Но когда речь идет о таких деньгах, можно потерять все, что есть». «Я с тобой согласна. Тем более, что нас сейчас трое, мы обязаны об этом думать и не рисковать». Александр улыбнулся. Он очень любил свою маленькую дочь Александру, названную матерью в честь него, в то время, когда все считали его погибшим. Да, он в первую очередь и думает об этом, но могут ли они просто так отказаться? Жизненный опыт подсказывал, что вслед за учтивым предложением может последовать жесткий ультиматум, и что они могут противопоставить могущественной организации, находясь фактически на нелегальном положении в чужой стране с фальшивыми документами. Думаю, что надо встречаться. Лучше знать, что нас ждет, и подготовиться к этому. Они явно много о нас знают, а мы о них ничего. Возможно, ты и прав, не знаю. Я сейчас больше рассуждаю как мать на эмоциях. Я тоже в первую очередь думаю о малышке, поэтому поеду навстречу один, а вы подготовитесь к эвакуации в безопасное место. Встретимся в Сингапуре, не будем менять легенду. Думаю, что пора подумать о запасном доме, о новых фамилиях и новой жизни, если старую нам придется стереть.
Они были готовы к тому, что время от времени надо менять место жительства, хотя Мари могла жить по своим документам, но тогда его местонахождение будет известно всем спецслужбам мира, которые не любят оставлять свидетелей своим провалом или триумфом. Через 3 дня он уже отправился в Сингапур на встречу с адмиралом. Мари на всякий случай тоже улетела с ребенком на Бали, чтобы в случае опасности можно было выиграть время и затеряться от всех, отключив телефон и рассчитываясь только наличными. Александр знал Сингапур и любил этот город, страну, которая на небольшом клочке земли смогла создать экономически развитое государство, не имея больших территорий, нефти и газа, алмазов и других природных богатств, но шагнула далеко вперед многих мировых держав, у которых все это имеется в избытке. Сингапурские авиалинии он считал лучшей авиакомпанией мира, а бортпроводницы там были просто красавицы, как будто их принимали на работу после конкурса красоты. Аэропорт Чанги – самый комфортабельный и красивый аэропорт мира, без сомнения. Особенно после того, как построили новый терминал Джевел, овальное футуристическое стеклянное здание высотой в 7 этажей, соединяет все терминалы аэропорта пешеходными мостами и становится островом природы, на котором расположились отели и магазины, и главная изюминка – тропический парк для прогулок с 40-метровым водопадом в центре. В это сложно поверить, но это так. Маленькое государство имеет самый роскошный аэропорт в мире. За 50 лет нищая страна превратилась в одно из самых богатых государств мира, имея площадь всего лишь более 700 квадратных километров. Получив независимость только в 1965 году, когда процветали коррупция, контрабанда, морское пиратство и торговля наркотиками, а пресную воду приходилось импортировать из соседней Малайзии. Все изменилось приходом к власти в 1959 году основателя социал-демократической партии «Народное действие» Ли Куан Ю, в прошлом адвоката, получившего образование в Лондоне, который занимал пост премьер-министра до 1990 года, а потом являлся старшим министром и министром-наставником, продолжая участвовать в управлении страной до 2015 года, до своих последних дней. Многие знают его цитату: «Хотите побороть коррупцию? Начните с того, что посадите 3 своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что». Но Александра больше поразило другое высказывание этого, несомненно, великого человека. Я бы сказал, что самым великим был Дэн Сяопин. Нужно быть великим человеком, чтобы в таком возрасте признать, что был неправ, что все эти идеи, марксизм, ленинизм, маоизм, все они не работают, и от них надо отказаться. Сегодня Сингапур – крупнейший финансовый и транспортный центр, мировой лидер в высокотехнологичных отраслях с 3-м по уровню доходов на душу населения после Катара и Люксембурга, где-то по покупательской способности около 93 тысячи долларов на душу населения, а 3% жителей страны – миллионеры. В то же время в этом микрогосударстве отсутствует преступность, существуют прозрачные и понятные условия для бизнеса, низкие налоговые ставки и открытые улыбчивые люди. В свой первый приезд в Сингапур Александр вышел на прогулку в дождь без зонтика и, немного заплутав, спросил дорогу вначале у молодого парня, который так настойчиво стал предлагать проводить его, что показалось подозрительным, а потом у пожилой женщины, которая тоже хотела показать ему дорогу и предложила воспользоваться зонтом. Еще тогда он задумался, что с сингапурцами-то все нормально, это мы ждем от чужих людей, да и от своих тоже, только неприятностей, и относимся ко всему с большой осторожностью и недоверием, понимая, что живем среди мошенников и проходимцев, от которых сложно найти защиту в государстве, где нет понятных законов и правил. Немного подумав над выбором, Александр забронировал номер в одном отеле с адмиралом в знаменитом Марина Бау Сандс. Его знают все, кто хоть раз был в Сингапуре. Это огромное здание в виде корабля в самом центре города с бассейном и обзорной площадкой на 58 этаже, где у вас захватывает дух не только от великолепного вида,
Номер он забронировал по другому паспорту, не по которому жил в Австралии, долго там находиться не планировал, а проживание в одном отеле дает простор для маневра и располагает добропорядочного собеседника к общению. Но главная задача была даже не в этом. Александр планировал встретиться раньше запланированного времени, хотя бы как-то обезопасив себя от неожиданностей. Разместившись в отеле, он не стал наслаждаться гостеприимством и сервисом, а принял душ и вышел на улицу, желая прогуляться по знакомым местам. На улице было много людей, играла музыка, прохожих зазывали витрины магазинов и ресторанов, и он, разглядывая огромного краба на блюде в одном из ресторанчиков, вдруг вспомнил замечательное место, японский ресторан, где блюда проезжали мимо посетителей по конвейеру, и ты мог выбрать любую порцию суши или сашими, а стоимость определялась, исходя из цвета небольших тарелочек официантов. Вроде бы ничего особенного. Таких мест много в Юго-Восточной Азии. Он бывал в таких ресторанах в Малайзии, на Филиппинах, в Таиланде, да и в самой Японии. Но это было место из той прошлой жизни, где он был обычным туристом, ни от кого не скрывался и не знал, какие испытания ему готовила судьба. Ресторанчик он нашел довольно быстро, хотя не был в нем уже больше 5 лет. На название никогда особо не обращал внимания, а так вроде все осталось по-старому. Хай приветливо-улыбчиво встретил его официант, как хорошего знакомого, что можно было подумать, здесь его до сих пор помнят. Это было приятно, но больше всего ему хотелось бы сейчас оказаться в ресторане «Будвар» в Москве, на Котельнической набережной, выпить с друзьями по кружке чешского пива после посещения Сандунов, а после заказать хреновушки, настойку из чернослива или барбариса, а закусить вначале холодцом с обязательным огурчиком, горячим салатом с овощами и куриной печенью, а потом швабскими варениками или колбасками с капустой на сковородке. Как давно это было? И было ли, если тот ресторан сейчас, да и на Таганке уже настроили много новых красивых зданий для богатых и состоятельных, другим сложно прожить в нашей реальности, как ни крутись. Судя по настроению Евгения, с которым общались очень редко и по необходимости, обстановка становилась все хуже и хуже. Создавалась ситуация, при которой прийти могут за любым гражданином. Александр с удовольствием съел несколько роллов с тунцом и лососем, с копченым угрем и креветками, отведал сашими из осьминога и какой-то белой рыбы, и даже выпил 3 рюмки текилы, несмотря на жару и влажность, а потом, сытый и довольный, вернулся в отель. Вспомнилось, как на Сейшелах делал сам блюдо японской кухни. На острове сырая рыба была непопулярна, а тунец продавался повсюду, и он научился делать роллы, а иногда просто недолго мариновал кусочки тунца, смешивая соль, перец, оливковое масло, сок лимона, лук и чеснок. Получалась очень хорошая закуска к рому. План у него был такой. Он без труда подключился к камерам наблюдения отеля и увидел, как адмирал один подошел к стойке, зарегистрировался, прошел к себе в номер с небольшим багажом. Выждав час для того, чтобы у человека была возможность отдохнуть и принять душ после перелета, он решил постучать в дверь номера. Несмотря на то, что встреча была запланирована завтра на 11 часов утра. Не заметив ничего подозрительного, Александр так и сделал, но едва он подошел к номеру, дверь открылась. «Проходите, пожалуйста, Александр». Адмирал стоял на пороге и предлагал зайти. Он уже переоделся в белую рубашку и светлые брюки из хлопка и выглядел довольно бодрым для своих лет человеком, с мужественным морщинистым лицом, по которому можно было понять непростую судьбу и сильный характер. Ничего не оставалось, как принять приглашение и пройти в номер. «Вы меня ждали?» – спросил Александр. «Я всего лишь предполагал, что вы не станете ждать до утра. Рад с вами познакомиться лично. Восхищен вашими успехами». «Взаимно», – немного смутился Александр, присаживаясь на предложенное кресло у круглого столика. «Чем могу быть полезен? Предлагаете сразу перейти к делу? Может быть, что-нибудь выпьем по русскому обычаю?» – предложил хозяин сюита. «Так русские пьют с друзьями, а я еще не понял, кто вы». Голос в тишине прозвучал немного резко и вызывающе.
Мы точно не враги, мы просто хотим вам предложить сотрудничество. Сделать предложение, от которого невозможно отказаться, снова прозвучало немного резко. Понимаю вашу ситуацию, реакцию, но мы не ставим никаких условий, не давим на вас, просто выслушайте, а потом обсудим детали, если будет необходимость. Хорошо, я вас слушаю. Адмирал встал с кресла, включил телевизор, немного убавил звук, положил на стол прибор, подавляющий действие прослушивающих устройств, и начал свой рассказ. Несколько дней назад от нашего агента в Азии, внедренного много лет назад, в одну из влиятельнейших государственно-криминальных групп, мы получили тревожные новости, в которые вначале не могли поверить и попытались проверить информацию различными доступными способами. Информация была слишком чудовищной, чтобы быть правдой. Адекватная реакция могла нанести огромный ущерб политическим и финансовым интересам нашего союза. Скажу откровенно, мы не поверили своему агенту, который служил нам много лет верой и правдой. Поэтому действовали медленно и осторожно. Для того, чтобы работать по информации в полном объеме, мне нужны были санкции руководства, а никто не хотел брать на себя ответственность и поверить в то, что информация не была кем-то специально донесена до сведения нашего человека, чтобы придать ей правдоподобность и вес. Так случается. Француз внимательно посмотрел на собеседника и продолжил. Надеюсь, вы понимаете, что этот разговор должен остаться между нами в любом случае. Да, понимаю, ответил Александр. В таком случае позвольте я продолжу. Мы настойчиво требовали от агента проверки информации, и, видимо, он стал действовать неосмотрительно, рискованно, что привело к его провалу. Несколько дней назад он погиб. Официальная версия — оторвался тромб. Криминальная версия полиция не рассматривалась. Но нам удалось узнать, что на теле имеются синяки и след от укола в вену. За несколько минут до смерти он отправил сообщение. «Я был прав, дракон прилетит с востока». В доме, где он проживал, незадолго до этого было отключение электроэнергии, и камеры наружного видеонаблюдения не работали. Не совсем понимаю, зачем вы мне это рассказываете, что это означает? Не торопитесь, я все объясню, здесь важны детали. Вы, наверное, знаете, что в китайской мифологии дракон – это символ доброго начала, в отличие от европейской культуры, где дракон приносит зло и беды. В Древнем Китае верили, что дракон – предок императоров Поднебесной. Было разрешено использовать символ дракона и его цвета в одежде только членам императорской семьи. У нас же и в России, насколько я знаю, дракон – символ зла, нападающий на население и уносящий жертвы, женщин и детей, чудовище, которое наводит ужас и приносит беды. Поэтому, когда у нас появилась первая информация о том, что в Китае проводятся научные работы над созданием искусственного вируса, замаскированного под обычный грипп, мы в целях конспирации стали называть вирус драконом, чтобы нас, даже в случае прослушки разговора, было сложно понять. Операция была немедленно засекречена, круг посвященных лиц сузился до минимума, но, повторяюсь, что мы долго проверяли информацию и очень медленно реагировали. «Так это вирус?» – спросил Александр. «Да, страшный вирус, способный уничтожить большую часть человечества. Вначале мы даже подумали, что разработки ведутся совместно с американскими учеными, что нас удивило. Отношения между двумя странами нельзя назвать дружескими, но ведь в экспериментах могли участвовать отдельные люди за большие деньги, но позже мы отказались от этой версии. Почему? Вскоре появилась дополнительная информация, исключающая участие наших заокеанских партнеров в этой работе. Известно, что благодаря различным генетическим мутациям в одних уголках мира травятся молоком, в других не переносят алкоголь, в-третьих, даже употребление бобов может грозить смертью. В Бангкоке, например, да и по всей Юго-Восточной Азии сотни тысяч местных жителей с рождения пьют воду из каналов, в которые сливается и канализация, и не болеют при этом. Но турист может умереть от неизвестной болезни, к которой местные жители невосприимчивы. Еще хуже ситуация на африканском континенте, откуда туристы привозят неизвестные болезни, от которых невозможно вылечиться современными средствами. Неизвестные бактерии и вирусы провоцируют неизлечимые и серьезные заболевания, причем местным жителям это не грозит, хотя продолжительность в Африке и так очень низкая.
Вы, наверное, помните, что когда мир столкнулся с вирусом СПИДа, обнаружились группы людей, устойчивые к заражению ВИЧ. У этих людей мутация отключила ген хемокинового рецептора, который кодирует белок, являющийся своего рода посадочной площадкой для вируса. Таким образом, очевидно, что вирусу для размножения тоже нужны определенные условия. Прошу прощения, я солдат, а не вирусолог. Мы отправим вам все доклады европейских ученых по этому вопросу, для того, чтобы вы могли ознакомиться с авторитетными экспертами. Я же объясняю своими словами, как могу. Продолжайте, адмирал, я внимательно слушаю. Информация явно очень заинтересовала Александра, хотя он до сих пор не понимал, чем же он может быть полезен. Мерси. Очевидно, что на Земле есть региональные популяции или даже целые этносы, в геноме представителей которых развились мутации, делающие этих людей более уязвимыми или же неуязвимыми к определенным вирусам. Логично будет предположить, что у какого-то безумца или организованной криминальной группы людей может возникнуть мысль о возможности создания генетического оружия, которое поражало бы людей одной расы или одного этноса и оставляло бы невредимыми представителей других. Известно, что около 70% китайского населения страдает генетически предопределенной лактазной недостаточностью, и от употребления молока у большинства взрослых китайцев нарушается пищеварение. Так почему не предположить, что у них может быть генетическая устойчивость к определенному искусственно созданному вирусу? Адмирал, при всем уважении, вы хотите сказать, что Китай планирует объявить войну всему миру? Собеседник с недоверием смотрел на адмирала. Этот рассказ больше напоминал чудовищный фантастический сюжет, чем доклад руководителя разведки. Адмирал встал, прошелся по номеру, подошел к бару и достал бутылку французского коньяка, вопросительно взглянув на русского. Заметив одобрительный кивок, налил в 2 бокала янтарного напитка и вернулся к столику. Подняв бокалы в сторону друг друга, 2 совершенно разных человека, оказавшиеся по велению судьбы в сингапурском отеле в час ночи, сделали по глотку и вернулись к разговору. Мы не исключаем такой возможности и очень обеспокоены этим. Китай желает быть мировым лидером, несмотря на то, что темпы развития экономики замедлились. Очевидно, что нет предпосылок для дальнейшего развития, учитывая, что идет торговая война с Соединенными Штатами. Китайцы сами стали меньше потреблять, происходит замедление роста в промышленности и строительстве, снижается уровень инвестиций. Не стоит забывать, что экономический рост и повышение уровня доходов затрагивает только небольшую часть населения, в основном в ее юго-восточной части, где сосредоточены основные производственные мощности страны. Это провинции Ляонин, Шаньдун, Цзянсу, Чжэнцзян, Фуцзянь, Гуяндуи, города центрального подчинения Пекин и Шанхай. Но концентрация грандиозных экономических и банковских средств на ограниченной территории неизбежно означает сдерживание роста развития остальных регионов страны. Это приводит к тому, что треть населения страны, а это почти 500 миллиарда людей, живут бедно, на $2 в день, и по нашим оценкам даже к 2050 году Китай не сможет справиться с бедностью и выйти хотя бы на средний уровень дохода на душу населения. Необходимо помнить, что 60% китайцев – это крестьяне, имеющие мизерные наделы, которые обеспечивают только скромное существование. Если добавить к общей картине рост населения, то будет очевидна необходимость в новых территориях, гарантирующих природные богатства, полезные ископаемые и новые возможности для роста экономики. Погубить миллионы людей, чтобы поднять экономику? Усомнился Александр. Вспомните Гитлера, который совершал чудовищные преступления открыто, объявив арийцев высшей расой, которой позволено уничтожать других, кого они посчитают необходимым и недостойным жить. А ведь это было всего 75 лет тому назад. Если удалось убедить в своей правоте миллионы немцев, поддерживающих варварский режим ради идеи править миром, профессора, писатели, ученые рукоплескали
речам сумасшедшего ефрейтора выкрикивали фашистское приветствие «Хайль Гитлер», одобряя чудовищные преступления в Европе. А это Азия. Мы для них чужие. А здесь еще надо доказать, что это вирус и кто его изобрел. Китай давно занимается геополитикой, официально поддерживает проживание китайцев в других странах. Брак с иностранцами, получение гражданства, что открывает невидимые возможности для разведки и легализации по всему миру. Да, пожалуй, о морали и нравственности не стоит вспоминать, когда речь идет о войне, задумчиво проговорил Александр. И все же это слишком страшно звучит, чтобы быть правдой. Наша реакция была в первые дни такой же, поэтому мы и потеряли много времени, заметил разведчик. А чем же я могу вам помочь? У вас армия, финансы, политическое влияние, дипломатические возможности. Что вы хотите от меня, от нас? Мы внимательно следили за вашим проектом «Компьютерный суд» и всегда высоко его ценили. Мы знаем, насколько далеко вы продвинулись в сборе информации с помощью компьютерных программ. Особенно нас поразило то, что вы можете снимать информацию с монитора при выключенном компьютере и телефоне в любой точке мира и оставаться при этом незаметными. Вы умудрились даже получить запись секретной части саммита Евросоюза неизвестным нам способом. Александр залпом выпил коньяк и немного занервничал. Любая разведка мира с радостью бы приняла вас в свои объятия. Можно без объятий, боюсь, в них быстро задохнусь. Это уже было в моей жизни. Русскому ученому совсем не хотелось повторять прошлые ошибки. Давайте конкретно, что вы от меня хотите? Мы предлагаем вам создать частную разведку и готовы выделить на это миллиард евро, при условии, что основным и главным заданием, к которому вы приступите немедленно, будет борьба с драконом, прилетевшим с Востока.